Şimdi portakallı çatlak kurabiye yapacağız. Bunun için bir çay bardağı şeker 100 gram. Сейчас приготовлю для вас очень классное апельсиновое печенье. Для этого нам надо сахар 100 грамм. Bir çay bardağı sıvı yağ. Растительное масло это где-то полстакана обычного, где-то 200 миллилитрового, половина стакана. 2 yumurta. 2 яйца. Bir portakal. Один Kabuğunu апельсин. rendeleyeceğiz. Suyunu sıkacağız. Vanilin, kabartma Ванилин, tozu. разрыхлитель. 3 bardak un. 3 стакана муки. Yarım kaşık zerdeçal. И зердечал bu ne? Cumin mi? Yok, Cumin. yok, tamam, sonra yazacağım. И специя, которую я потом подпишу на видео. Kurabiyelerimizi bulamak için de Пудра шекер. pudra şeker. Да. И дальше, когда сделаем печенье, будем его макать в сахарную пудру. Так, вроде назвала все. Все ингредиенты, количество будет под видео внизу. Tamam. Unumuzu koyuyoruz. Сразу высыпаем сахар. Portakalımızı rendeleyeceğiz. И вот так вот на мелкой терке натираю цедру апельсина. Только цедру, без белой шкурки. Şimdi şöyle karıştırıyoruz biraz. Сейчас аккуратно вот так вот, Aroması çıksın. чтобы аромат смешался с сахаром. Bak şekerin rengi boyandı. Сразу цвет сахара, смотрите, становится такой желтенький, красивый. Şimdi yumurtalarını kırıyorum. Добавляем сюда 2 яйца. Размешать. Koyuyorum. Растительное масло добавляю. Portakal suyunu koyuyorum. Сок апельсина. Все хорошо опять перемешать. Portakal suyu da bir bardak olursa iyi olur. И апельсинового сока желательно, чтобы было также где-то сколько и растительного масла, 1 к 1. Тогда будет прям намного вкуснее. Zerdeçalını koyuyorum. Добавляем специю Un, и муку. vanilin, kabartma tozu. Ванилин и разрыхлитель. И постепенно добавляем необходимое количество муки, замешивая вот такое вот тесто. Пахнет потрясающе. Hamurumuz oldu. Şöyle yumuşak. 4 bardak un aldı. Все, тесто готовое, должно быть таким мягким. У нас ушло 4 стакана муки. Ama gene onu 3,5'tan sonra kontrollü koyun ki yumurta büyük olur, küçük olur, biraz Evet. fazla alabilir. Портокал, да, айна. Но в любом случае где-то 3,5 стакана добавите муки и потом дальше по чуть-чуть добавляйте, потому что может быть меньше уйдет у вас муки или больше, потому что в зависимости от размера яиц и также тех же апельсинов может уйти муки другое количество. Tamam. Şimdi yuvarlaklar yapacağız. Сейчас Elim biraz yağlıyorum yapışmasın diye. немножко руки смазываю маслом растительным и вот так вот буду делать сейчас просто такие Шöyle. кружочки. Мгм. Духовку уже включили на каждый derece 180 180 градусов включили ısıtılmış духовку. fırında. Böyle bunları bulayacağız. И вот так вот наше будущее печенье макаем в сахарной пудре со всех сторон и выкладываем на противень с пергаментной бумагой. Tamam. И вот точно так же поступаем со всем тестом. Вот что у нас получилось, такие желтенькие, красивые. Сейчас отправляем в духовку до выпекания. 15 dakika. 15 минут и все готово. 13-15. Посмотрите, прошло буквально 10 минут. Так красиво они потрескались. Аромат на кухне потрясающий. Evet, kurabiyelerimiz oldu. Какая красота, все готово. Прошло где-то 15 минут, смотрите, какие красивые.